Кристина Хендрикс, самая знаменитая голливудская сирена с рыжими волосами, в детстве была блондинкой. Но когда ей было 10 лет, она прочитала книжку «Энн из зеленых мезонинов». Эта книга канадской писательницы Люси Мод Монгомери сделала ее главную героиню, непоседливую девчонку с рыжими волосами по имени Энн, кумиром многих детей в англоязычном мире. И маленькая Кристина так восхищалась Энн, что перекрасила свои волосы в рыжий, и так и осталась на всю жизнь рыжей. Вы, может быть, не слышали об этой книжке, потому что в СССР ее, кажется, не переводили. Но поднимите руки, кто из вас в детстве пытался походить на Пеппи длинный чулок. То же самое. Рыжие люди с незапамятных времен привлекали особое внимание окружающих. Иногда это внимание было положительным, иногда отрицательным. Иногда рыжие вызывали восхищение и даже преклонение, но гораздо чаще они вызывали страх, насмешки и подозрения в связи с дьяволом. Я думаю, что многие из нас, если приглядятся к себе повнимательнее, то обнаружат где-то там внутри стереотипы, касающиеся рыжих людей. Я не говорю, что они обязательно должны быть отрицательными, но, возможно, вы считаете, что рыжие женщины более сексапильны или рыжие дети более хулиганистые. Поэтому Марк Твен, сам от рождения рыжий, замечал, что когда рыжие люди достигают определенного социального уровня, их волосы становятся каштановыми. На самом деле в словах Марка Твена есть некоторая правда. Часто ярко-рыжие в юности люди с возрастом темнеют. Вообще, самый распространенный цвет волос на Земле – черный. За ним по частоте идут оттенки коричневого, которые по-русски называются шатеном. Затем идут все блондины от темно-русого до платинового. Рыжие волосы самые редкие. В зависимости от того, как широко вы понимаете термин «рыжие», такой цвет волос встречается только у 2–6% людей. Оттенок рыжих волос варьируется от бескомпромиссного сияющего медного, цвет, по поводу которого никто не будет спорить, рыжий это или нет, до темных рыжеватых каштановых с одной стороны и так называемого клубничного блонда с другой. Все рыжие люди имеют в волосах и коже больше красноватого пигмента – феомеланина и относительно мало темного пигмента – эомеланина. Поэтому у них не только оранжевые волосы, у них также обычно очень светлая кожа, есть веснушки, и они по-особому чувствительны к ультрафиолетовому свету. И об этом мы поговорим поподробнее. Рыжеволосость связана с мутациями в белке с длинным названием меланокартиновый рецептор первого типа, сокращенно MC1R. Что вообще значит мутация белка? Строго говоря, мутирует не белок, мутирует ген, который его кодирует. Для производства белков клетке требуется чертеж, то есть ген, в котором закодирована химическая формула этого белка. Изменение в чертеже, мутация гена, приводит к изменению химической формулы белка и изменению того, как этот белок будет работать в организме. Каждый белок может выполнять в организме одну или несколько функций. И мутированный белок может работать хуже или совсем никак, что, кстати, встречается гораздо чаще. Но в некоторых редких случаях мутант может работать лучше или просто иначе. Но чаще он работает хуже. К счастью для людей и большинства животных, в каждой обычной клетке имеются две копии одного и того же гена. Одна копия гена пришла от матери, другая от отца. Наличие двух копий позволяет иметь запасной вариант гена, если один не работает. Всегда хорошо иметь в доме две отверточки, на случай, если одна сломается. А еще лучше иметь две немного разных отверточки, на случай, если подвернется нестандартный шурупчик. Так вот, этот самый рецептор MC1R, о котором я начала говорить, является чем-то на вроде биологического выключателя. Если рецептор включен,
то клетка начинает синтезировать пигмент эомеланин, который окрашивает волосы в темные цвета. Если выключен, то клетка по умолчанию производит феомеланин, пигмент красноватого цвета. И по-настоящему бескомпромиссно рыжий индивидуум рождается, если обе копии рецептора, оба выключателя сломаны и не могут быть включены. Это значит, что и мать, и отец должны оба иметь хотя бы по одной мутированной копии гена, и оба передать их своему отпрыску. Сами родители при этом могут не быть рыжими, если у них другая копия гена этого рецептора вполне себе нормально функционирует и заставляет клетку синтезировать темный пигмент. Конечно, здесь следует оговориться, что генетика окраса волос – штука сложная и не вполне еще изучена, и поэтому полная картина причин и следствий пока неизвестна. Ученые считают, что только этим механизмом объяснить все случаи рыжих волос нельзя. Но примерно 80% рыжих имеют поврежденный меланокартиновый рецептор. И интересные последствия получаются, если у человека только одна из двух копий гена MC1R сломана. Такая ситуация может привести, к примеру, к тому, что у мужчины может быть рыжая борода, а волосы при этом темного или светлого нерыжего оттенка. То есть рыжесть – это не всегда как экзамен на сдал-не сдал. Могут быть варианты развития событий, варианты неполной рыжести и неяркой рыжести. И поскольку эта мутация приводит к низким концентрациям эомеланина во всем организме, а не только в волосах, то рыжие волосы, как правило, связаны со светлым цветом кожи и полнейшей неспособностью загорать. Загар – это, грубо говоря, эомеланин в коже. Если вы не можете его вырабатывать, то на солнце вы покрываетесь веснушками, пятнышками феомеланина. А потом сгораете, потому что феомеланин не защищает вас достаточно от ультрафиолетового излучения. В результате люди с бледной кожей очень восприимчивы к различным видам рака кожи, и им нужно быть чрезвычайно осторожными на солнце. Но зато у рыжих витамин D может вырабатываться даже в условиях низкой освещенности. То есть им легче не заработать рахит, даже если солнца нет почти весь год. У них было эволюционное преимущество в северных широтах. И наоборот, чем ближе к экватору, тем больше было риска рака кожи. И поэтому мы видим, что количество рыжих в популяциях тем меньше, чем ближе мы продвигаемся от полюса к экватору. Но это опять же не такая простая прямолинейная зависимость. Похоже на то, что рыжие волосы – результат не положительного отбора, а отсутствия отрицательного отбора. То есть у древних, очень древних людей, по крайней мере на каком-то этапе эволюции, волосы были рыжими по умолчанию. После чего в Африке, например, рыжие волосы были нежелательны, и рыжие там вымерли. Однако в Северной Европе этого не произошло, поэтому рыжие там стали более распространены из-за отсутствия эволюционного давления на выживаемость. Но это, еще раз повторю, что это все гипотезы. И все это вызывает интересный вопрос. Становится ли рыжих с годами меньше? И вымрут ли они совсем? Раз рыжина наследуется по рецессивному гену, то есть, чтобы стать рыжим, нужно, чтобы оба родителя имели рыжий ген, да и в этом случае только в некоторых процентах случаев ребенок станет рыжим. Значит, количество натурально рыжих должно постоянно уменьшаться и в конце концов свестись к нулю. В статье National Geographic говорится: хотя количество рыжих может уменьшиться, потенциал рыжих никуда не денется. Рецессивный ген будет передаваться по наследству и вряд ли исчезнет. Кроме того, поскольку люди начали больше путешествовать по миру и больше смешиваться, рыжие североевропейские гены проникли в такие регионы, к примеру, Австралию и Океанию, где раньше их не встречалось, что привело к появлению рыжеволосых людей в тамошних популяциях. А статьи о скором вымирании рыжих отследили до рекламной акции компании Procter & Gamble,
рекламировавшей краску для волос. В наше время рыжие волосы чаще всего встречаются на северных и западных окраинах Европы. В Ирландии самое большое количество рыжеволосых людей на душу населения в мире. Доля рыжеволосых там составляет около 10%. В Шотландии около 6% населения имеют рыжие волосы. При этом самая высокая концентрация рыжеволосых носителей в мире наблюдается в Эдинбурге, что делает его мировой столицей рыжих. Некоторые исследователи пытаются доказать, что в древности рыжих людей было значительно больше. Раскопки древних захоронений периодически обнаруживают рыжеволосых в таких местностях, где сейчас их днем с огнем не сыщешь. На кладбище Железного века в Хакасии нашлось несколько образцов рыжих волос, а на одном черепе с кладбищем сохранились и рыжие усы. В Тариме, это северо-западная провинция Китая, были найдены мумии с рыжими волосами, датируемые вторым тысячелетием до нашей эры. В китайских источниках древние кыргызы описывались как светлокожие, зелено- или голубоглазые и рыжеволосые люди. Некоторые классические греческие авторы сообщают, что древние сарматы, среднеазиатские кочевники, были голубоглазыми и рыжеволосыми. Но, с другой стороны, Гомер, как известно, сравнивал цвет Средиземного моря с цветом одновременно вина и крови. И это уже давно вызывает вопросы о том, как мы вообще переводим с древних языков. Честно говоря, мы не знаем точно, что древние люди имели в виду. Мы можем предполагать. Но пока не будут вырыты черепа с рыжими усами, это только предположение. В некоторых библейских текстах у древних евреев были рыжие волосы. По крайней мере, так трактуют библейские тексты современные исследователи. Например, Исав и Давид описаны как «адмани». Это слово обычно переводилось как «румяный» или «красновато-коричневый». От того же корня образовано имя Адам. Действительно, рыжие волосы сравнительно часто встречаются среди ашкенази, европейских евреев. Более того, в разных частях континентальной Европы долгое время сохранялся стереотип, что все рыжие – это евреи. Во времена Испанской инквизиции всех людей с рыжими волосами считали евреями, что приводило к трагическим последствиям и утвердило стереотип о моральной ущербности рыжих и их связях с дьяволом. Но до того, как Европа почти повсеместно начала забрасывать рыжих камнями, во многих древних культурах рыжий цвет волос имел положительные коннотации. В Древнем Египте рыжие волосы ассоциировались с Сетом, богом пустыни, бури и беспорядка. Благодаря репутации этого, не сказать что положительного, но мощного бога, рыжие волосы символизировали сильную личность и метили любимчика судьбы. Скандинавского бога Тора тоже обычно описывают рыжеволосым. В Илиаде волосы Ахилла описываются как «ксантес», что обычно переводится как «светлые» или «золотые», но иногда как «рыжие». Его сын Непталем также с рождения был назван Пир – «красный», что, возможно, описывало его рыжие волосы. В полинезийской культуре рыжеватые волосы традиционно считались признаком происхождения от высокопоставленных предков и признаком власти. Только редкие семьи в Полинезии могли похвастаться таким редким в тропиках цветом волос. Кельты же считали, что рыжеволосые дети имеют фейскую кровь. Весьма вероятно, что это связано с тем, что рыжий ребенок может в принципе родиться у нерыжих родителей и выглядит таким образом волшебным подкидышем от фей. Но начиная со средних веков отношение к рыжим начинает быть, мягко говоря, неоднозначным. Феофил Пресвитер описывает, как для создания золота из меди необходима кровь рыжеволосого юноши в смеси с пеплом Василиска. Вот уж, как говорится, повезло с мутацией. Не успеешь оглянуться, как станешь источником ингредиентов для сумасшедших алхимиков. В средние века рыжие волосы и зеленые глаза начали считаться гарантированным признаком того, что после смерти ты станешь вампиром.
но в те годы вообще было вредно выделяться из толпы. В средневековых Италии и Испании рыжие волосы ассоциировались с евреями и их ересью, и вражде Иисусу, и поэтому Иуда Искариот обычно изображается рыжеволосым. А то, что в бунтующих Шотландии и Ирландии было так много рыжих, видимо, способствовало очень сильному предубеждению англичан к рыжеволосым людям. Хотя это предубеждение нередко было поколеблено модными трендами. Ранние художественные изображения Марии Магдалины обычно изображают ее с длинными распущенными рыжими волосами, хотя описание цвета ее волос никогда не упоминалось в Библии. И вполне возможно, что этот цвет является эффектом, вызванным разрушением пигмента древней краски. Более поздние же ее изображения, особенно ренессансные, это наверняка дань моде. Итальянки того времени шли на рискованные и долгие процедуры по осветлению и окрашиванию волос в модные цвета. Тем, кому не повезло от рождения иметь золотые волосы, должны были сначала отбеливать свои локоны квасцами, лимоном и серной кислотой, подолгу сидеть на солнце, а потом красить их шафраном и хной. Вообще волосы можно покрасить в рыжий цвет несколькими растительными красителями, но далеко не все они будут хорошими и устойчивыми. Самый лучший результат дает хна, но в Европе хна не растет. Этот кустарник растет в Северной Африке и в Азии в очень теплом климате. И первыми хну начали использовать египтяне, а за ними индусы и марокканцы. Но на очень темных волосах, как у жителей тех мест, эффект хны заметен мало, поэтому там ее использовали по преимуществу для окрашивания кожи и рисования «татуировок» в кавычках, мехенди. Благо, венецианки времен Ренессанса не имели проблем с импортом восточных экзотических товаров, и египетская хна была широко доступна в морских городах-республиках, почти что фетишизировавших золотые волосы. Мы даже продолжаем называть золотисто-рыжий цвет волос Тициан по имени живописца, очень часто изображавшего дам с роскошными светло-рыжими гривами. В результате, несмотря на то, что и в те времена среди итальянцев светлые волосы были редким явлением, на картинах того времени вы видите непропорционально большое количество рыжих и блондинок. Художники Ренессанса списывали свое увлечение золотоволосыми женщинами на преданность античным идеалам. Они были уверены, что все богини и красавицы Древней Греции имели золотые червонные волосы. На знаменитой картине художника раннего Возрождения Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» богиня Венера изображена рыжеволосой. А как иначе, не брюнеткой же ее рисовать, как какую-то пастушку? Королева Англии Елизавета I была натурально рыжей и белокожей, то есть у нее был типичный рыжий фенотип, который она ввела в моду при дворе. Придворные дамы начали ей подражать, и распространились рецепты, зачастую довольно опасные, для придания волосам рыжего цвета и отбеливания лица. С возрастом яркие волосы королевы, видимо, начали терять цвет и сидеть, и она перешла на рыжие парики. Другие люди тоже носили выкрашенные в рыжий парики, что было, пожалуй, не только более удобной, но и более безопасной альтернативой зверским методам окрашивания собственной шевелюры. После довольно долгого засилия пудренных волос и белых париков в XIX веке снова началось увлечение разнообразными яркими естественными цветами волос. И рыжий цвет стал ассоциироваться с, как бы это помягче сказать, женщинами с энергичным стилем жизни. Среди дам, о которых вы слышали в моих предыдущих видео, Кора Перл и мадам Готро, мадам Икс, красили волосы в рыжий цвет хной. И публика их за это осуждала и обожала одновременно. Прерафаэлиты были очарованы рыжими волосами из-за их исторического символизма и визуального воздействия.
Исторически рыжие волосы ассоциировались с сильными эмоциями и любовными драмами, вплоть до моральной деградации. Однако прерафаэлиты помогли изменить восприятие рыжих волос, прославляя их уникальность и красоту. Они часто изображали женщин с рыжими волосами как хрупких, трагических и неземных существ, придавая им потусторонний вид, который отличался от общепринятых стандартов красоты того времени. Рыжеволосые Элизабет Сидл, Фанни Корнфорд и Алекса Уайлдинг стали музами не только для Милля и Рассетти, но и для всего поколения викторианских романтиков. Рыженькая хористка Викторин Миран была любимой моделью Эдуара Мане и многих других художников. Маленького росточка, за что ее прозвали креветкой, Викторин в молодости плясала кан-кан и позировала обнаженной для скандальных полотен. Именно ее вы видите на картине «Олимпия», вогнавшей в ужас и трепет салон 1865 года. Но потом Викторин начнет брать уроки рисования, вступит в общество французских художников, и ее работы будут выставляться в парижском салоне, в отличие от работ Мане, которого больше туда не пустят. В переписи населения 1921 года 77-летняя Викторин Миран уверенно назовет себя профессиональной художницей. Актриса Люсиль Болл говорила, что если она перестанет красить волосы, экономика Египта придет в упадок. Сериал с ее участием «Я люблю Люси» стал первым суперпопулярным ситкомом на тогда еще черно-белом телевидении. Но все фаны знали, что Люси рыжая, потому что она открыто упоминала это прямо с экрана, что она красит волосы. И Люсиль Болл точно так же не скрывала, что ее огненные кудри, ставшие каноническими, это результат искусственных усилий, а не дар природы. Огромная популярность сериала дала смелость женщинам 50-х открыто красить волосы, не делая вид, что так и было. Несмотря на то, что ярко-рыжие волосы по-прежнему несли на себе легкую печать скандальности. Многие современные и уже не связанные с религией стереотипы о рыжих базируются на убежденности в их исключительной эмоциональности и несдержанности, в их огненном темпераменте. Отсюда уже проистекают убеждения в том, что рыжие, к примеру, более сексуальные или более дрочливые или более склонны к криминалу. Джонатан Свифт высмеивал стереотипы о рыжих в 4 главе «Путешествий Гулливера». Замечено, что рыжие обоих полов более похотливы и озорны, чем прочие гуингмы, пишет он, которых они, тем не менее, намного превосходят по силе и активности. Антоши Чиханте в своем «Руководстве для желающих жениться» пародийно описал распространенные стереотипы о рыжих женщинах. Рыжие лукавы, лживы, злы, коварны, любви без коварства не понимают, обыкновенно бывают очень хорошо сложены и имеют на всем теле великолепную розовую кожу. Где лживость, там трусость и малодушие. Достаточно хорошенько прикрикнуть на рыжую «Я тебя!», чтобы она свернулась в калачик и начала целоваться. Не забывай, что Миссалина и Нана были рыжие. В XIX веке Чезаре Ламброзо придал этим убеждениям видимость научной достоверности. Весьма вольно обращаясь со статистикой, отец криминалистической антропологии сделал вывод, что рыжие волосы коррелируют положительно с сексуальными преступлениями и что 48% женщин-преступниц были рыжеволосыми. И в результате люди по всему миру до сих пор подвергаются преследованиям, просто потому, что у них рыжие волосы. Негодяи всех национальностей издеваются как над детьми, так и над взрослыми людьми с рыжими волосами, и иногда дело доходит даже до убийств и самоубийств. В рассказе Конан Дойля «Союз рыжих» повествуется о наивном рыжеволосом процентщике, который вступает в загадочный союз рыжих, предоставляющий ему, исключительно благодаря его необычному цвету волос, хорошую зарплату за номинальную работу. Шерлок Холмс смеется над ним,
Но у рыжего героя не возникает вопросов о том, что рыжие люди должны помогать друг другу. И с его точки зрения нет ничего удивительного, что они составляют собой особый закрытый клуб. Людям, которые не входят в группы, имеющие особую притягательность для агрессоров, нужно иметь в виду, что даже ваши невинные шутки и добрые подтрунивания могут восприниматься болезненно людьми, которых бьют по этому месту с самого детства. В декабре 2009 года британская сеть супермаркетов Tesco выпустила рождественскую открытку с изображением ребенка с рыжими волосами, сидящего на коленях у Санта-Клауса, и словами «Санта любит всех детей, даже рыжих». И да, покупатели заметили, что это не такая уж невинная шутка, и что она обижает рыжих детей, и супермаркеты отозвали эту открытку и извинились. И сейчас по всему миру рыжие организуют конгрегации и проводят фестивали, чтобы поддерживать друг друга против дискриминации и бороться против все еще существующих стереотипов по поводу рыжих. С 2013 года в Гамбурге выпускается журнал MC1R Magazine, издание для рыжеволосых людей со всего мира. Я дам внизу ссылку на их веб-сайт. В России больше всего очень рыжих людей живет в Поволжье, в Удмуртии. И в Ижевске осенью проводится ежегодный рыжий фестиваль, чтобы отпраздновать сей факт. В Нидерландах тоже ежегодно проводится фестиваль «День рыжих», который привлекает участников из более чем 80 стран. А съезд ирландских рыжих, который проводится в конце августа в графстве Корк, включает коронацию рыжего короля и королевы, конкурсы на наибольшее количество веснушек на квадратный дюйм и соревнования по метанию морковки. Папа, рыжий дед, рыжим стал весь белый свет. Расскажите, обладатели рыжих волос, были ли у вас какие-нибудь проблемы, когда вы были маленькими? Дразнили вас, обижали? А когда вы выросли, чувствовали ли вы все еще давление стереотипов? А главное, как вы научились с ними бороться? Что вы можете посоветовать тем, кого достают глупые грубые люди? Пишите в комментариях. А я на сегодня с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. Друзья мои, если вы скучаете между субботами и хотели бы больше и чаще узнавать всякие интересности, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые, я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. И на этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки. А на втором уровне вы еще получите доступ к дополнительным коротким видео. Кроме того, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы. И на 15 минут раньше, чем на YouTube. Это для тех, кто к субботе конкретно соскучился. Еще один немаловажный ништяк для подписчиков – это возможность бесплатно скачивать мои художественные книги. Ссылку на онлайновый магазин, где вы можете их купить, я, кстати, тоже размещу внизу в описании. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. На сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч.